Здравствуйте. Сегодня продолжим смотреть вот интересный чемпионат Нидерландов, который был в 2012 году. Я говорю, что там вот такое вот сочетание, наверное, уже молодости, зрелости. То есть таких достаточно сильных игроков много было. И достаточно интересный чемпионат. Но таких вот фрагментов я посмотрел, конечно, фрагментов, чтобы для Ютуба. Ну, как уже говорил, у меня определенная тут политика есть. То есть какие партии смотреть, какие нет. Конечно, может и сильно нет вот таких вот партий, но кое-что вот чемпионат, как я говорю, очень интересный есть. И в техническом плане, кстати, вот 12 год, я еще раз говорю, что посмотрите, то есть там игра центром есть, ну, много интересных моментов, то есть чисто для обучения много чего есть, вот, много чего можно извлечь из этого чемпионата. Давайте я вам очень интересную идею вот сейчас вот продемонстрирую, и потом посмотрим партию полностью. Яспер Лемин играл с Александром Балякиным. Вот здесь Александр Балякин без шашки, то есть позиционную жертву он допустил здесь. Черный без шашки, но он выиграл эту партию. И вот здесь вот, конечно, надо было повторно не 33-29, не повторно, а взаимную жертву делать 31-27, бой на 32 и 36-31. То есть не увидел он такой идеи, то есть пожадничал шашку Яспер. И вот давайте посмотрим, что могло здесь получиться. 13-18, ну вот эти вот ходы. 34-30, 23, но если на 38, давайте на 37, наверное, все-таки более логично. Вот на 37 самое интересное, что я думал, что выиграно, но вот вроде бы ничего не получается. Моменты такие на 27 пошли. И вот здесь вот если нападать, то получается вот такой вот ход, и я здесь ничего не вижу. Дальше, какие здесь ходы. Так, ну что-то тут с программой. Ну вот. Так, если вот этот вот ход, то получается 33 и на 29. Вот такая позиция. Надо еще учитывать, вот, что здесь, с одной стороны, еще Александр Балякин пожертвовал шашку, да, черными, но очень еще интересный момент тот, что у него вот здесь вот связка у самого. То есть его самого связали, но она вот получается здесь не экономичная. Вот позиция, конечно, она по-своему уникальная и такая достаточно учебная, я бы сказал. Поэтому вот я и даю здесь на канале вот эту позицию вместе с партией. Давайте посмотрим. Ну, партия очень сложная. Хочу сказать, что очень сложная. Дебют вроде бы, то есть известный достаточно. Уже в 2012 году много очень партий на эту тему играли. То есть я думаю, что он там достаточно изучен у голландцев, особенно, как обычно, они там очень любят теорию. То есть у них более все систематизировано. Как я вам уже неоднократно вот рассказывал. 31-26 тоже не хочет он, конечно, здесь зависать, но, наверное, мне не нравятся, конечно, вот эти здесь ходы. Наверное, все-таки вот эти планы надо было играть. То есть это особо, ну, здесь, видите, специфическая позиция. Тут не то, что одна, то есть, ну, здесь вот активная, то есть я не люблю вот это слово, активная болтовая, но здесь, видите, вот две болтовых, тут вообще своеобразная позиция, и еще шашка на 45. Здесь, мне кажется, все-таки 33 вот надо было вариант эти играть и пытаться, то есть пытаться такой момент классический, можно сказать, сделать классический, чтобы занять вот здесь вот поля как-то, потому что здесь ограничено, именно борьба вот здесь вот за центр будет очень сильно вестись, и здесь очень сильно ограничено. Черные, шашкой 45, вот две болтовых, то есть вообще специфическая достаточно позиция, и достаточно сложная она, кстати.
Ну вот 31-26 мне не нравится, что они шашки не дают, конечно. Дают, точнее сказать, вот больше свободы на фланге, и темпа дают. Шашки-то не отдают, это я там чуть оговорился, конечно. 6-11, 46. Ну вот здесь вот план, мне кажется, не совсем правильно. Опять надо было в соответствии с этим вот, то есть 36, но я вот считаю, что плоховато он план. То есть в соответствии с, вот с тем, что я говорил, надо было все-таки как-то этот фланг попытаться проконтролировать. То есть приблизительно построение, ходы могут другие, но построение такое. То есть не надо 36-ю шашку выводить. Почему 36-ю не надо? Потому что начинается игра вот на нападение именно на этот фланг. Она где-то уже игра носит и общие планы, то есть я вам говорю, что позиция специфическая, но общие планы, то есть именно блокировка этого фланга, то есть она в принципе блокировка не сильно отличается, я бы сказал, от обычных позиций даже. Где-то есть своя специфика, но не сильно. И вот он дает вот этот шанс. Я считаю, что 36-31 здесь ход нехороший просто. То есть это уже начало проблемы. Вот я 44-40, ну вот одну шашку он поменял. Ну, в принципе, оно тоже здесь оно логично достаточно. Хотя, конечно, можно было еще как-то пытаться, вот о чем я и говорил, как-то все-таки 31-27 и потом 33-28. Я думаю, здесь может более вот это логично, как я вам уже говорил, занять здесь фланг, именно как-то здесь попытаться что-то блокировать. Но вот мне кажется, что здесь, наверное, более логично вот этот план. Ну, с другой стороны, здесь 33, конечно, сразу не пойдешь, потому что, наверное, либо 18, и начинают опять вот 13, я извиняюсь, и потом атаковать. Может и 12, кстати, атаковать при случае. Но здесь надо смотреть комбинации, конечно, все эти моменты. То есть надо как-то подбирать ходы, но может и 39-34 вот здесь вот. То есть подождать с тем, что определяться здесь черные, как ходить, то есть какие планы, может даже 13 будет вот эти вот планы. Именно потом атаковать здесь. Ну, позиция очень сложная. То есть планы есть определенные, поэтому надо выбирать. Ну вот я тоже здесь вот считаю, что он чуть по неправильному плану пошел. Но вот Александр Полякин уже первый ход делает, и он уже, то есть, свидетельствует о том, что захочет он блокировать здесь фланг. То есть давайте посмотрим просто. Вот уже практически блокировка. Тем более здесь как-то уже, если пойти 50, допустим, вот идея такая. Давайте покажу, о том, что я хочу, допустим. Ну, я не знаю, может один, может не один. Вот 1-7, ну приблизительно. Здесь уже нельзя вот из-за такого хода. То есть тоже такие важные моменты, вроде бы мелочи, но важные моменты и какие-то заставляют именно какие-то ходы делать здесь. Поэтому надо уже, то есть здесь уже надо достаточно внимательно ходить. Ну, белым, у черных тем более, кстати, план ясный, но уже белым надо что-то как-то что-то определяться с чем-то. Здесь, если 24-20, это нам ни к чему не приведет, потому что тоже 12-17, вроде бы он кривой ход, но в принципе вот он самый эффективный. То есть 33-28, то получается 18 и так далее. То есть вот эти вот варианты. Вот давайте смотреть, как было. 12. Видите, он идет на самозажим. Но в любой момент он готов. Вот здесь вот в данном случае, хотя самозажим, вот интересный момент. Видите, он быстро очень меняет планы. Александр Полякин в связи с обстоятельствами, то есть которые на доске, то есть в связи с положением шашек на доске, но это очень правильно. То есть это очень большой плюс. Он очень быстро меняет эти планы, когда изменяется именно позиция. То есть играет очень так, ну можно сказать, пластично. Наверное, это будет правильно, пластично.
8-12. Здесь еще, конечно, надо, наверное, было и 2-7 смотреть. Так, на 2-7 давайте посмотрим, что тут. Мне как-то 2-7 почему больше нравится, потому что все-таки 2-7 это момент такой, что есть вот эти вот колонки, но второй момент, нужны ли они нам эти колонки, потому что будет ход 39-34. Ну да, может они не нужны, потому что 8-12 есть момент, конечно. Да, вот важный момент, который он осуществил в партии. Я уже потом, я вот середину, как я уже говорил, я там сильно середину не смотрел, не дрался тут момент, я тут сходу комментирую. То есть 21-27 именно вот этот вот важный момент с постановкой тычка здесь. Вот 8-12, вот этот ход продиктован постановкой тычка, поэтому так, давайте я нам даже плюсик поставлю здесь. 21-27. То есть, видите, у него план меняется быстро. 33, вынужденно все практически на 30. Вот, видите, все на грани. Так, на грани, точный расчет. Очень все хорошо, конечно. На 27. И вот здесь вот получается позиция такая. И давайте здесь вот момент один посмотрим. Был ход, конечно, 44-40, но он держится. Здесь не так вот, как я показываю точно, но приблизительно план. То есть идея держится на том, что 14-19, видите, и сразу вот эти шашки очень плохие становятся. И здесь, в принципе, все держится. Поэтому 44-40, допустим, даже если он может где-то, если точно что-то посчитать, может он и есть, конечно, этот ход. Но я вот сомневаюсь, потому что особенно если человек играет, вот это сейчас люблю говорить, потому что когда играют люди, ну, навряд ли этот ход, если с логических соображений, хотя может быть, какие-то, если планы, может какие-то еще планы, я не вижу просто. Так, на 31, 7-11 и 44-40. Так, 44-40. Ну, вот здесь вот момент такой, 33-29, 18. Ну, вот здесь вот я сейчас хочу показать, что не совсем все хорошо. Получается, видите, черные уже развязываются. Ну и здесь много очень планов. Очень много планов за черных, которые дают им здесь преимущество. Дают преимущество здесь. Вот 31-26, тогда на 27 можно, кстати, есть и жертву. Вот это тоже надо смотреть ее. Уже достаточно эффективно, потому что сразу проходим в дамки. Здесь 22-27 тоже достаточно эффективно, то есть преимущество, ну, я считаю, что здесь преимущество большое, допустим, будет у черных, то есть 44-40 на 17, и вот здесь вот этот вот вариант тоже пошел, то есть вариант, это в партии было 33-29, ну вот видите, вот эта ошибка, надо было 31-27 все-таки идти на эти все варианты. То есть давайте я вам покажу приблизительно. Ну, вот, кажется, этот самый логичный вариант, но вот здесь вот как раз-то ничего, наверное, не получается. Видите, не видно просто ничего. Второй момент на 38, если, то на 32, допустим, вот опять, видите, 2 отдал, то есть здесь шашек получается плавно, но ничейная позиция. Еще здесь может будут проблемы, я думаю, еще ничья, это я так сказал условно, будут еще проблемы на черных, я так чувствую, в этой позиции. Ну вот 33-29, видите, красиво, отжертвовал шашку, конечно, тяжело здесь Яспер было, то есть играющими белыми, потому что жертвы вроде бы, и жертвы неожиданно, вроде бы и шашка лишняя, и здесь вот связка, но связка какая-то, видите, связка плохая, то есть кто особенно играет, конечно, в русские шашки, тот понимает, что это все плохо, то есть жертвы могут быть связки хорошие, связки плохие будут. На 30 и 40-45, и здесь, видно, сдались они. Ну, вот такая симпатичная партия была, напоминаю, это Яспер Лемин играл с Александром Балякиным в чемпионате Нидерландов 2012 года. Итак, до новых встреч.